Друзья, всем привет! Я начинаю этот влог в Польше. Сейчас я в Кракове. Сейчас не идет дождь, и это очень хорошо, потому что по прогнозу именно в те 3 дня, когда я здесь, будет дождь, и это абсолютно ужасно, потому что планов было много, посмотреть много достопримечательностей. И посмотрите, голубое небо. Я очень рада этому, потому что вчера мы прилетели, и просто было 50 оттенков серого. Серое небо, серые дома, серый асфальт, и все серое, и шел дождь. Поэтому сегодня у меня очень хорошее настроение, и я выспалась сегодня, это тоже очень хорошо, потому что вчера был очень сложный полет, трясло просто абсолютно весь полет. И у меня разболелась голова, и мы прилетели, и шел дождь, и все так грустно. Но сегодня мы отправляемся смотреть достопримечательности. И, конечно, в этом влоге я покажу достопримечательности Кракова, и потом я поеду в Варшаву. Надеюсь, что там тоже будет хорошая погода, и у меня будут силы что-то снимать и показывать. В общем, поехали. Вообще, на самом деле, я удивлена, как сильно улицы в спальных районах здесь напоминают мне Россию. Потому что я думала, что все-таки Польша будет выглядеть по-другому. Ну и, кстати, да, это мой первый раз в Польше. Уверена, что мне понравится, потому что я люблю поляков. У меня много учеников из Польши. И я уже знаю много о Польше, о культуре и о языке. Поэтому, думаю, это будет хорошая поездка. Я планировала гулять по Кракову, но планы быстро поменялись, и мы поехали в Закопане, курортный город на юге Польши, чтобы полюбоваться горами. Мы сейчас поедем на гору вот на таком фуникулере. Нужно только купить билетик. Я думала, он медленнее поднимается. Много людей здесь, но неудивительно, очень красивый вид. Одинокие ватрушки катаются. Вот это по-русски называется в разговорном языке ватрушкой, потому что похоже на ватрушку. Но обычно их называют еще тюбинги. Все катаются на лыжах. О, я бы тоже покаталась на лыжах. Но у меня нет куртки и другой одежды для этого. Ну и вот это называется подъемником. Подъемник, потому что он поднимает лыжников. Держись! Потом мы пообедали в уютном кафе с видом на горы. Там я ела пироги. Спойлер, в каждом кафе я ела именно их. И здесь я впервые попробовала горячее пиво. Пиво с лимоном и медом здесь мне не очень понравилось. 100% сегодня повезло с погодой. Все видно. Потрясающе. Нет дождя, нет снега. Ну, снег было бы красиво, но, возможно, не видно. Еще я сытая. В общем, жизнь прекрасна в данный момент.
очень много видео в интернете о похожих словах в польском и русском. Иногда это очень забавно. И слово, которое сегодня я видела очень часто, это склеп. Склеп — это магазин на польском. Но, внимание, вопрос. Что значит склеп на русском? Следующий день мы провели в Кракове. Кстати, когда я впервые увидела эти сиденья в трамвае, я не могла понять, кто на них изображен. Оказалось, что это лайконик. Историю о лайконике я, к сожалению, не знала раньше. Если вам интересно, погуглите. Доброе утро. Слышите? Трубач трубит. Я сейчас в центре Кракова, в старом городе. То есть такая старая историческая часть. Не уверена, что ее здесь так называют. Но обычно это типично для городов иметь в центре города какую-то старинную часть. Здесь еще есть елочка. Еще не убрали. Здорово. И даже сегодня я видела ярмарку. Очень передают атмосферы эти лошадки. Если честно, я немного расстроилась сегодня, потому что, не знаю, минут 15 назад был очень сильный снег. И я думала, ну все, не получится погулять, посмотреть. Сейчас, как вы видите, ветер, холодный ветер, но, в принципе, у меня теплая одежда, как вы помните, поэтому я могу гулять, я успею посмотреть центр Кракова. Посмотрите, как много голубей. О! Вот такой вот памятник, чья-то голова. Здесь мне тоже точно нужно погуглить, потому что я не знаю, как это объяснить. После небольшой прогулки зашли пообедать и согреться в маленький уютный ресторанчик. После еды, конечно, всегда жизнь прекраснее. Но из-за погоды, из-за того, что она постоянно меняется, и здесь, и в Германии, когда мы были, у меня ужасные головные боли, потому что то ветер, то дождь, то снег, потом резко все меняется, и солнышко. Как мне плохо эти дни. И хочется наслаждаться отдыхом и смотреть что-то красивое, новое, необычное, то, что я давно хотела посмотреть. Но как результат я просто борюсь с собой, чтобы выходить и смотреть это. Как вы видите, сейчас уже немного стемнело. Ну да, дни сейчас короткие, поэтому сейчас мы посмотрим вечерний Краков, потом пойдем с друзьями поужинаем и будем собираться, потому что завтра рано утром мы выезжаем в Варшаву. Давайте посмотрим, который час в Кракове, в Эдинбурге, Сан-Франциско, Тбилиси и Львов.
рано уезжаем в Варшаву. Stoi na torze piątym, przy peronie drugim. Prawa odjazd pociągu o godzinie 7. За полдня в Варшаве я поняла одну очень важную вещь. Лучше сюда приезжать летом. Я думаю, когда везде зеленая трава и солнышко светит, город выглядит по-другому. Сегодня, к сожалению, мне повезло с погодой. И я очень рада, что я в теплой куртке и в теплой одежде, хотя большую часть моего отпуска мне было жарко в этой одежде, но сегодня в самый раз. И у меня даже замерзли губы, мне кажется, я даже не могу говорить нормально. Интересно, что несмотря на то, что холодно, люди гуляют, люди наслаждаются. Какой сегодня день недели? Суббота. Люди наслаждаются выходными. Интересно, когда они убирают елку. И вместо настоящих лошадок здесь есть вот такие лошадки. Но я думаю, такая лошадка вас далеко не отвезет. Но зато можно сделать красивую фотографию. Думаю, холодно там сейчас сидеть, поэтому, конечно, я этого делать не буду. Моя рука замерзшая. Много магазинов, где продают изделия из янтаря. Посмотрите, какая красивая шахматная доска. Хотя сережки тоже есть симпатичные. Но в любом городе есть забор, на котором висят замочки людей, которые сказали, что мы будем вместе навсегда. Интересно, как много из них уже расстались. Здесь есть каток. Помните, я показывала вам каток в Аликанте? Сейчас хотела вам показать каток в Варшаве, но здесь всего один человек катается. Теперь никого. Наверное, перерыв. Снега много, нужно почистить лед. Сегодня 10 января, но здесь еще есть рождественская ярмарка. Круто. Я думаю, очень хорошо для тех, кто пришел на этот каток, потому что можно согреться горячим напитком и что-то поесть. Так, это дом подо львом, который изображен на многих открытках и действительно очень необычно и симпатично. Вот, чистят каток, поэтому здесь было так мало людей. Ну, конечно, нужно почистить лед. И здесь у нас опять сирена. Сирена считается символом Варшавы, поэтому ее можно часто встретить на улицах города. Так как я обожаю метро, я также спустилась в метро Варшавы, просто из любопытства. Все, в городе включили подсветку. Все выглядит немного, не знаю, красочнее, потому что днем все выглядело бело-серым. И, конечно, я не могла не посмотреть на высотку Варшавы. Здание построено по образцу сталинских высоток. Сталинские высотки вы можете увидеть в Москве. Это кто такой маленький сидит? В Варшаве мы тоже встретились с друзьями. Я попробовала польский борщ, пироги с вишней
И опять горячее пиво, только с вишневой наливкой на водке. И мне такой напиток очень понравился. Да, погодка, конечно, с одной стороны прикольно, потому что я скучала по снегу, я хотела снег. С другой стороны, холодно и неприятно, когда снег падает на лицо вместе с холодным ветром. В конце я побежала, потому что хотела успеть на нужный автобус. Ну, на этом заканчиваю этот влог. Не забудьте поставить лайк. Спасибо за просмотр. Пока-пока.